Всем привет, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как вязать вот такую снежинку крючком. Диаметр по крайним лучам у этой снежинки 16 сантиметров и в ней всего 8 рядов. Для начала работы нам нужно сделать цепочку из 4 воздушных петель. Для этого я кладу вот так нить на палец, вставляю крючок под нить и проворачиваю вот так по часовой стрелке. У меня образуется вот здесь узелок. И я в этот узелок цепляю петлю, точнее рабочую нить, и протягиваю. И вот затягиваю вот так хорошо. Этот узелок за первую петлю не считается. Теперь провязываем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Эти 4 воздушные петли соединяем в кольцо. То есть в первую петлю, вот этот узелок корявый не считается. В первую воздушную петлю вставляем крючок и провязываем соединительную. Вот так у нас получилось вот такое маленькое колечко. Вот этот хвостик мы потом обрежем, ничего страшного, пусть болтается. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Выполняем 1 воздушная петля подъема. Эта петля за столбик не считается, это просто чтобы поднять ряд. Теперь в это колечко провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5 и 6 столбик без накида. Работа маленькая, поэтому может быть будет не очень удобно. Теперь с первым столбиком без накида нам нужно соединиться соединительной петлей. Вот он наш вот этот столбик, самый первый. Вот здесь вот она маленькая корявая воздушная петля подъема, которая не считается. И вот он первый столбик. Если хотите, если вдруг, чтобы не сбиться, можно пересчитать вот от начала, который мы сейчас, самый последний столбик без накида, это раз, два, три, 4, 5 и вот он шестой. То есть нормального размера уже петля, это первый столбик, а вот малюсенькая, это воздушная петля подъема, она не считается. И вот в первый столбик вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. Вот так. Таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Во втором ряду нам нужно провязать в каждый столбик по 2 столбика без накида. Вот мы сейчас находимся в первом столбике, я выполняю воздушную петлю подъема, она не считается за первый столбик, и сюда же в этот же столбик провязываем 2 столбика без накида. Раз, два. Затем в следующий столбик также 2 столбика. Раз, два. В следующий также 2 столбика. Раз, два. И в каждый столбик так провязываем до конца ряда. Раз, два. Вот он, пятый столбик. Раз, два. И последний столбик без накида. Раз, два. Вот это у нас была соединительная петля. Она не считается. И вот он, самый первый столбик без накида. Мы в него соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в этот же первый столбик провязываем 2 столбика без накида. Раз и 2. В следующий столбик выполняем 1 столбик. В следующий столбик 2 столбика. Раз, два. В следующий 1. То есть вот мы в предыдущем ряду провязывали 2 столбика, и у нас получается в первый столбик мы делаем прибавку, а во второй столбик просто провязываем 1 столбик. Вот 2 столбика провязали, а во второй столбик 1 столбик.
Все, таким образом провязываем ряд до конца, чередуем 1 столбик, 2 столбика, 1, 2. Итак, вот я провязал третий ряд до конца, провязал все столбики без накида. Закончил я просто одним столбиком без накида, потому что мы начинали с 2 столбиков, у нас 2, 1, 2, 1. И вы пересчитайте, у нас должно быть 18 столбиков без накида. И теперь я с первым столбиком просто, вот у нас здесь 2 столбика была прибавка, и в первый столбик мы соединяемся соединительной петлей. Вот так. Теперь приступаем к четвертому ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема и сюда же в этот же первый столбик провязываем прибавку, то есть 2 столбика без накида. Раз, два. В предыдущем ряду мы вязали прибавка 1 столбик, прибавка 1 столбик. Здесь вяжем 2 столбика. Раз, два. В следующий столбик у нас идет прибавка. То есть вяжем 2 столбика в 1 столбик. Затем 2 одинарных столбика. Раз, два. Опять прибавка. То есть вяжем 2 столбика в 1. И 2 одинарных. Раз, два. Все, чередуем таким образом ряд до конца. Прибавка 2 столбика, прибавка 2 столбика. Итак, провязали все столбики, закончили здесь просто 2 столбика одинарные, потому что мы начинали с прибавки. И с первым столбиком мы просто соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к пятому ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в этот же столбик. Выполняем просто 1 столбик без накида. Теперь выполняем 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. И выполняем столбик без накида в следующий столбик. То есть вот так мы сделали столбик, 5 петель, столбик. Теперь делаем столбик в следующий столбик. И выполняем пико из 2 воздушных петель. Раз, два. И выполняем соединительную петлю в вершину и 1 петлю вот этого последнего столбика без накида, который мы только что провязали. Вот так. И теперь столбик без накида в следующий столбик. То есть вот смотрите, какой у нас раппорт. У нас идет столбик 5 петель, столбик, затем столбик, пико, столбик, теперь опять столбик в следующий столбик, 5 петель, раз, два, 3, 4, 5, столбик без накида в следующий столбик. Теперь у нас идет столбик, пико, столбик. Выполняем столбик, раз, два, и соединительная в вершину и 1 петлю последнего столбика. И столбик без накида в следующий столбик. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я провязал 5-й ряд до конца, выполнил в конце у меня столбик, пико, столбик. И вот у нас начало ряда, столбик, 5 петель, столбик. Мы соединяемся просто вот с первым столбиком без накида, соединительной петлей. Все, таким образом 5-й ряд завершен. Теперь приступаем к 6-му ряду. Выполняем соединительную петлю в первую воздушную петлю. Вот из 5 у нас тут было 5 петель. И мы в первую из этих петель выполняем соединительную. Затем выполняем соединительную уже под саму арку. Теперь выполняем 1 воздушная петля подъема и сюда же столбик без накида. Раз, и еще 1, 2 столбик без накида сюда же, в эту же арку. Вот так. Теперь выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Накид. И в первую воздушную петлю, вот из этих 3, то есть в третью от крючка, вот в эту, сразу, которая после столбика, провязываем незавершенный столбик с 1 накидом. То есть провязываем вот так, только накид. Теперь еще раз накид. И сюда же опять в эту же петлю провязываем еще 1 столбик с 1 накидом незавершенный.
Вот так. То есть у нас как будто бы здесь 3 столбика с одним накидом не завершенные. И теперь мы делаем общую вершину. Вот так. Теперь выполняем пико из 2 воздушных петель. Раз, два. И выполняем соединительную вот в эту, в первую петлю. То есть от крючка она вторая. То мы делали в вершину столбика вот здесь раньше, а здесь делаем просто в петлю, в самую первую. Вот так, соединительная. Теперь выполняем то же самое, что мы сейчас сделали. 3 воздушные петли. Раз, два, три. И вот в эту первую петлю из 3 провязываем 2 столбика с одним накидом, не завершенные. 2 петли, накид. В эту же петлю провязываем еще 1 столбик с одним накидом, не завершенный. У нас 3 петли на крючке, провязываем вместе. И теперь вот так мы в следующую арку из 5 воздушных петель провязываем 2 столбика без накида. Раз, два. То есть вот такая у нас штука получилась. Теперь делаем то же самое опять. 3 воздушные. Раз, два, три. Накид. И вот в эту в первую петлю провязываем столбик с одним накидом, не завершенный. Вот так. Второй столбик сюда же, в эту же петлю. У нас 3 петли, и теперь вместе их провязываем. Теперь делаем пико из 2 воздушных петель. Раз, два. И вот в эту первую петлю провязываем соединительную. Теперь опять 3 воздушные. Раз, два, три. Накид. И вот в эту первую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом, не завершенные. Раз. И второй. 3 петли провязываем вместе. И теперь в следующую арку из 5 воздушных петель выполняем 2 столбика без накида. Раз, два. И у нас опять вот это повторяется. То есть вот такой наш раппорт. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали 6-й ряд до конца. Вот мы выполнили последнюю нашу вот эту штуку, столбики с общей вершиной. И теперь с первым столбиком без накида мы просто соединяемся вот так, соединительной петлей. Теперь приступаем к 7-му ряду. Выполняем 4 воздушные петли подъема, как первый столбик с 2 накидами. Раз, два, три, 4. 2 накида. И в следующий столбик без накида провязываем столбик с 2 накидами. Теперь выполняем вот такую штуку, как мы уже вязали. 3 воздушные. Раз, два, три. Накид. И в первую воздушную петлю из этих 3 провязываем 2 столбика с одним накидом, не завершенные. Раз, два, 3 петли провязываем вместе. Опять выполняем 3 воздушные. Раз, два, три. Накид. И вот в эту первую петлю из этих 3 провязываем также 2 столбика с одним накидом, не завершенные. Раз, два, 3 петли провязываем вместе. Теперь выполняем пико из 2 воздушных петель. Раз, два. И в эту первую петлю из этих 2 выполняем соединительную. Теперь опять выполняем 2 вот эти наших штуки. То есть 3 воздушные. Раз, два, три. Накид. И в первую петлю из этих 3 провязываем столбик с одним накидом, не завершенный. Первый. Накид. Второй. 3 петли провязываем вместе. Опять 3 воздушные. Раз, два, три. Накид. В первую петлю провязываем 2 столбика с накидом, не завершенные. 3 петли провязываем вместе. И теперь выполняем 2 столбика с 2 накидами.
в следующие 2 столбика без накида. Вот они у нас. Вот здесь 2 столбика без накида. То есть вот это все волшебство мы пропускаем. Выполняем 2 накида. И в первый столбик без накида провязываем столбик с 2 накидами. Затем опять 2 накида. И в следующий столбик без накида опять провязываем столбик с 2 накидами. Вот такой у нас раппорт. То есть теперь с другой стороны мы выполняем вот такие наши штуки. Вяжем таким образом ряд до конца. Теперь приступаем к последнему 8 ряду. Выполняем 2 воздушные петли, еще 2 воздушные петли и делаем пико. 1, 2 и во вторую петлю, то есть от крючка. Вот мы сделали всего 4. Первые 2 не считаются, вот эти последние 2 раз. И во вторую выполняем соединительную. Теперь выполняем пико из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и столбик соединительный в самую первую петлю из вот этих вот 5. Пико из 2 воздушных петель. 1, 2. И теперь выполняем столбик без накида. Вот у нас 2 петли здесь. Выполняем столбик без накида в первую петлю. Столбик без накида во вторую петлю. И теперь выполняем соединительную петлю. Вот в столбик с 2 накидами, который у нас следующий. То есть вот что у нас в этом месте, какая загогулина получается. То есть вот у нас 2 воздушные петли, пико из 2 петель, пико из 5 петель, пико из 2, столбик без накида в одну петлю из вот этих 2, которые у нас были в начале, второй столбик без накида во вторую петлю и соединительная петля во второй столбик с 2 накидами. Теперь выполняем 3 воздушные петли, то есть сейчас вяжем вот такую нашу вот эту штуку с общей вершиной. 1, 2, 3, накид и в первую петлю из этих 3 провязываем 2 столбика с 1 накидом не завершенные. Первый и второй. 3 петли провязываем вместе. Теперь столбик с 2 накидами вот в эту петлю между вот этими группами столбиков в предыдущем ряду. Прям вот между этими группами столбиков провязываем столбик с 2 накидами. Опять выполняем вот эту нашу штуку. 1, 2, 3. 2 столбика с 1 накидом не завершенные в первую петлю из этих 3. 1, 3 петли вместе. Теперь столбик с 2 накидами вот в это пико из 2 воздушных петель, которое у нас было в предыдущем ряду. Столбик с 2 накидами. 1, 2. Вот так. Затем опять выполняем вот эту штуку с общей вершиной. 1, 2, 3. И в первую петлю из этих 3 2 столбика с 1 накидом не завершенные. И делаем общую вершину. Пико из 2 воздушных петель. 2 петли и во вторую провязываем соединительную. Пико из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соединительная в первую петлю из этих 5. Опять пико из 2 воздушных. 1, 2. Вот так. И сейчас сделаем соединительную петлю. Вот она, первая петля, которая у нас, где у нас было пико. В нее вот так сделаем соединительную, чтобы у нас вот эта вот штука, верхушка, была вместе, чтобы она у нас не расползалась. И теперь вяжем в зеркальном отображении вот это волшебство, что мы уже провязали. Сейчас
выполняем вот эту штуку с общей вершиной. Раз, два, три, накид в третью петлю, провязываем 2 столбика с одним накидом и делаем общую вершину. Теперь после вот этой штуки, вот у нас идет столбик с 2 накидами, мы делаем 2 накида и в это же пико предыдущего ряда провязываем столбик с 2 накидами. Затем после столбика с 2 накидами у нас идет опять вот эта штука с общей вершиной. Раз, два, три. И в первую петлю из 3 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Затем вот после вот этой второй штуки у нас опять столбик с 2 накидами вот в группу, точнее в петлю между вот этими 2 группами. Делаем 2 накида и между ними в петлю вставляем крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Затем у нас после этого столбика идет опять наша группа с общей вершиной. Раз, два, три. Делаем общую вершину. И теперь выполняем соединительную петлю. То есть вот у нас после последней вот этой нашей штуки с общей вершиной у нас соединительная петля в столбик с 2 накидами. Мы выполняем в столбик с 2 накидами соединительную. И выполняем нашу вот эту вот штуку. То есть 2 воздушные сначала. Раз, два. Потом пико из 2 воздушных. Раз, два. Соединительная. Пико из 5 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5. Соединительная. Пико из 2 воздушных. Раз, два. И теперь вот у нас наши вот эти 2 петли в начале. Мы в первую провязываем столбик без накида. Во вторую столбик без накида. И в столбик с 2 накидами второй выполняем соединительную. Все. Далее у нас уже раппорт опять повторяется, то есть вывязываем вот этот наш луч следующий. То есть вот как у нас здесь получается. Здесь у нас 2 петли, пико 2 петель, пико из 5, из 2, 2 столбика без накида, соединительная. То есть у нас в столбике с 2 накидами идут соединительные петли. А здесь у нас вот что получается. Группа, столбик с 2, группа, столбик с 2, группа, тут пико, 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 опять группа, столбик, группа, столбик, группа. То есть выглядит все как бы так достаточно сложно, но по сути тут как бы видите особо ничего сложного нет. Я дальше уже здесь вязать не буду, провяжите самостоятельно. Если что, перемотайте сейчас видео вот на это место, где я тут начинал вязать, и провязывайте вот этот следующий луч. И таким образом провязываем ряд до конца. Так вот я провязал последний луч, последнюю группу столбиков с общей вершиной. И теперь вот у нас здесь было начало ряда. И вот она здесь видна, вот эта вершина столбика самого первого, то есть воздушные петли подъема. Мы прям сюда же можем крючок вставляем, выполняем соединительную. Еще раз можно сделать соединительную просто в следующий столбик, в соседний, грубо говоря, контрольную. Вот так. И теперь эту нить можно вот так обрезать. То есть чуть-чуть совсем оставляем, сантиметров здесь 5. И вот так за эту петлю мы вот так тянем и вытягиваем ее. Все. И как бы мы не хотели теперь распустить, то есть если мы даже будем тянуть за эту нить, то мы наоборот еще сильнее будем все это дело затягивать. И теперь крючком просто мы назад сквозь петли эту нить протягиваем. Можно ее здесь с изнанки просто вокруг петель, вокруг столбиков все это дело запутать. И можно даже, вот, например, у меня вот эта нить, она состоит из 2.
Я ее вот так сейчас пополам раздербаню, одну половинку, например, сюда, а одну сюда и завяжу просто на 2 узла. Но даже это не обязательно. Все, то есть даже я ее сейчас просто обрежу, ничего с ней не будет. И в любом случае снежинки нужно обязательно блокировать. Мы будем блокировать с клеем. Она будет у нас вообще деревянная, и ничего с ней не случится. У меня даже со скатертями и салфетками ничего не происходит. Я просто сзади обрезаю нить и все. И никогда в жизни у меня ничего не распускается. И даже я стираю в стиральной машине такие большие работы. А со снежинкой точно ничего не случится. Отмечайте меня на фото своих работ в Инстаграм хэштегом «Вяжу с Дуду». Ваша обратная связь очень интересна, очень важна для меня. Я просматриваю ваши работы по этому хэштегу, лайкаю, делаю скриншоты и показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, было полезным, интересным. Мне будет очень приятно об этом узнать, ну а ваши лайки скажут об этом лучше всего. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и заглядывайте ко мне в Инстаграм. А с вами был я, Эд. До скорого!